Это последняя часть обзора киноэпопеи Никиты Сергеевича Михалкова «Утомленный солнцем 2». Фильм готовили к юбилею 65 лет Великой Победы. Кнопки для просмотра предыдущих частей вы видите на своем экране. Для полноты картины желательно начать с них. Тем временем комдива восстановили в звании, и он возвращается домой. Что, естественно, наглая ложь, ведь Гыбня никогда никого не прощала. Только расстрелы. Появление комдива, которого все считали мертвым, для семьи становится шоком. Мама! Правильно, блядь. Но спустя какое-то время все отходят, начинают веселиться, пить чай и играть на пианино. Водки нет, и штрафников, само собой, не расстреливают. Приходит еще один герой из первого фильма, тот, кто на данный момент пользует жену Котова. Страна воюет, а у этих товарищей свои заботы и дела. Как-никак детишку успели своять, пока Котов был расстрелян. Митя тоже участвует в этом четырехугольнике похоти, и ближайший час будет рассказываться именно их история. Я не кубок переходящий. Я не вымпел, который можно в шкаф поставить или на стенку на это повесить. Я живой человек. Сюжет фильма говорит об обратном. Нравы в Советском Союзе были похлеще, чем сейчас. И да, если вы позиционируете свой фильм как фильм о войне, зачем мне показывать половые отношения семьи, до которой мне нет никакого дела? Опомнитесь, 20 лет прошло с премьеры первой части. Она закончилась, и вообще она не про войну. Знатно поистерив и поорав, Котов пользует свою бывшую жену, которую, судя по всему, пользовали уже, наверное, все герои фильма. И в конце концов заставляет ее щелкать. Щелкай, Маруся. Не получится. Ну давай. Ну не получается, ты же видишь. Что там внизу? Что внизу? Внизу все в прошлом, Маруся. Че ты? Да. О, внизу все в прошлом, Маруся. Она щелкала ртом, полезла к нему вниз и нашла там игрушку. Это русская версия Монти Пайтона? К чему все это? Про что все это? Что в голове у создателей? Утомленное солнце, нежно с морем прощается. Вдоволь нарезвившись со своей бывшей женой, Котов просыпается и узнает, что вся его семейка уехала на станцию. Он отбирает у кого-то белого строптивого коня и бросается в погоню, чтобы подарить зрителям еще немного истерики. Ну прошу тебя, Сергей! Фронт, пожалуйста. завод, все что угодно. Потом, пускай они уедут. Не здесь, не сейчас. Игрушка? Пошел, я сказал, блядь! Вы большой человек! Очень большой человек! Но большие люди должны знать, что если бы не было нас, маленьких людей, они никогда бы не узнали, что они большие. Придет время маленьких людей, и тогда большие пожалеют, что они не маленькие. У кого еще оставались сомнения, надеюсь, теперь стало ясно, о чем великом великий фильм. И это я не про войну. Так как советская гыбня расстреливает только невиновных, храбрых честных сажают, пытают, убивают без причины. Логично, что в 43-м году остались лишь гопники. Не в масть тебе такие котлы, давай снимай. А ты не закурить? Ты че не на фронте-то? Слепой, бля, не видишь, что ли? Сынок, поди сюда. Ты куда? Поди. Ты куда? Теперь этот фильм превратился в комикс. Я не в курсе, на что рассчитывал Никита Сергеевич, но образ Росомахи в Великую Отечественную войну воспринимается как музыка из Бенни Хилла в Освенциме. Усмирив негодяев и загнав одного из них в толчок, Котов проявляет милосердие, а потом вливается в веселую компанию. Все дружно бухают и веселятся. Ни у кого нет ни мужа на фронте, ни сына. Фронту не нужен ни хлеб, ни патроны, ни винтовки. Фронту вообще ничего не нужно. Повторюсь, 43-й год на дворе. Как зовут? Ариша! Муж есть? Убили! Холостая, что ли? Давай поцелуемся. Да ты что? Давай, а? Не наша свадьба, не наша! Горько!
Если бы мне не сказали, что это празднуют свадьбу безногого солдата, я бы подумал, что это праздник в честь убийства Аришиного мужа. Спустя 40 минут похождений Котова и разборках в его личной половой жизни в фильме о войне, наконец нас возвращают к самой войне. Котов оказывается у Сталина, который объясняет, что посадил он комдива за тем, чтобы вовремя выпустить. И после всех этих сцен с гопотой и быдловатым населением я начинаю понимать логику Сталина. Его гениальный план прост. Дело в том, что Сталин боится гражданских восстаний. 43-й год же, победа в кармане. Тут не о войне надо думать, тут надо думать о том, что будет, если встретиться глазами фронтовик и человек, который... Просидел дома в теплом халате в тапочках. В смысле, те, кто просидели в оккупации, где не жизнь, а сахар. Я только одного не могу понять. Откуда тогда огромные числа потерь среди гражданского населения? Люди что, суицидом повально занимались? И если немцы их не трогали, грели в домах, да предоставляли тапочки с халатами, 20 миллионов откуда? И главное, для кого построена сеть концентрационных лагерей? Кого там уничтожали-то? Видимо, только евреев. Видимо, информация о геноциде других народов — это все пропаганда СССР с целью очернить благородную и воюющую по всем правилам нацистскую Германию. Все документы, подтверждающие беспредел на захваченных территориях, все показания, мемуары и остальные данные — это липа. Откуда трупы? А сейчас Сталин пояснит. Штурмовать цитадель. Но на эту черную пехоту немцы потратят пули, предназначенные для наших советских солдат. На примере этих 15 тысяч мы дадим урок остальным миллионам. Заставим их проснуться и понять, что у нас только одна дорога. Дорога к победе. То страшные фотографии тысяч убитых гражданских лиц потрясут весь мир. Это 43-й год! Вы сами говорите, что это 43-й год! Я понимаю, что создатели фильма вместо уроков истории ходили на уроки клоунады, но можно же догадаться, что к заявленному сроку советским войскам уже была доступна информация о добрососедских проделках нацистских оккупантов. И, скорее всего, информация о Варшавском гетто как-то просочилась. Ну или хотя бы знали про поселок Погорелое городище, которое освободили 4 августа 1942 года в ходе первой Ржевско-Сычевской операции. До оккупации в деревне было 3076 человек, после 905. Можно парировать, что, дескать, их перевели в Германию, выдали тапочки и халаты с квартирами. Но надо же, там были найдены 2 братские могилы, а также повешенные, обугленные кости и подобные странные вещи, которые не могли делать немцы. Да и вообще, это 43-й год. Военные корреспонденты, показания прошедших оккупацию, всяческие материалы, тем более, если на убой отправляются части с оккупированных территорий, то информация оттуда точно должна была быть. Фильм сам себе противоречит, но в фильме подобных доказательств нет. Судя по всему, нацисты никаких преступлений не совершали. Вон, шоколад дарит тупому быдлу, который на танке со штыком бросается. Никаких плохих намерений. Поэтому на прошедших оккупацию территориях нельзя было зафиксировать захоронение и ужас. Военные корреспонденты вроде Симонова не ездили по некогда оккупированным территориям. Советские солдаты не убивали противника и не могли найти фотографий содеянного нацистами в нагрудных карманах врага. И вообще, данных никаких нет. Поэтому надо сделать эти данные искусственно, ведь тогда в мире все подумают, что Германия агрессор, а СССР освободитель. Поэтому на убой посылают гражданских людей без оружия. Теперь Сталин не просто пушечным мясом солдат врага заваливает, как было в предстоянии. Теперь он вместо солдат использует мирное население Советского Союза, потому что ему нужны фотки, чтобы подставить Германию. Что вот этот новый взгляд на войну, новый взгляд, он необычен, он раздражает, но уверяю вас, что за этим новым взглядом нашим, которым мы смотрели на происходящее, очень большой, огромный, я бы сказал, пласт нашего будущего кинематографа и переоценок ценностей, к которым мы уже привыкли. Правильно, давайте каждый год праздновать День Победы, но при этом снимать вот такое. Операцию по истреблению советского населения после оккупации Сталин возлагает на Котова. И вот что удивительно. Сталин, словно Гитлер, подкупает Котова благами. Обещает после истребления людей дать Котову действующую армию. И тот, само собой, соглашается. Если одного отпускают, другого должны сажать. Это главное правило пирамиды Сталина. Полстраны сидит, полстраны охраняет. Неясно, кто воюет. Ах да, штрафники. В общем,
Мите его некогда бывший водитель подсовывает подписать фальсифицированное дело, что, дескать, Митя шпионил и Сталина хотел убить. Опасаясь очередного урока правды от Михалкова, Митя подписывает документы задним числом и приговаривается к расстрелу. Но мы-то знаем, что он воскрес однажды, и если выделят деньги на еще одну часть «Утомленных солнцем», воскреснет вновь. Тем временем злобные солдаты Красной Армии отбирают все вещи людей с оккупированных территорий. Удивительно, что зубы золотые да волосы не срезают. И на складах Советов потом не нашли тонны ботинок, одежды и волос. Далее Гыбня готовит простой люд к фотосессии. В смысле, раздает черенки от лопат и показывает, где находятся немецкие пулеметы. Все это основано на реальных событиях. Черная пехота — это нигде не учтенные. Естественно, документов никаких нет. Люди с оккупированных территорий, которых, дескать, бросали без оружия на немецкие позиции. За ними бросали штрафбаты, а потом только регулярные части, которые, наверное, вязли в горах трупов. Многие связывают это с тем, что Жуков расистом был. И больше, чем победой над Германией хотел изничтожить жителей Украины. Тема в стиле цитат «солдат не жалеть, бабы еще нарожают». Подтверждений нет, фактов нет, логики нет, но нужно верить. Поэтому Никита Сергеевич верит. А черной пехотой он ее называет, потому что она в гражданском. Обычные люди в костюмах. Музыканты, научные работники. Естественно, если не включить логику, нельзя услышать вопросы. Как вы узнали о черной пехоте, если доков и статистики никакой нет? Как черную пехоту отличили от партизан и обычных людей? С чего вы взяли, что их бросали без оружия? Они не могли это оружие утратить в связи со своей смертью, а тот, кто бежал справа, просто подумал: мертвому оружие ни к чему. И еще, разве много оставалось личного состава после мясорубок 41-го, 42-го и половины 43-го года? Смысл посылать на убой людей просто так, бесцельно? Вы же войну проиграете и голов лишитесь. Почему не выдать хотя бы списанное оружие? Может, одного немца хотя бы убьют? И самый главный вопрос: зачем вы раздали им черенки? Ладно, они ненужный скот, но лопаты нужны всегда. Ответ один: Жуков идиот, Сталин вопреки. Так победим. Падла ты, сука! Это СС oder was? Ладно, хоть заградотряды, готовые расстрелять наступающих, точечно в затылки на своих местах. Товарищ генерал-лейтенант, заградотряды готовы приступить. Хорошо, подожди. Вооружив всех невинных людей, Котов решает идти первым. Стоять! Только мне дернется. Жми! Спущу курок. Сам Котов в начале фильма говорил, что немцы охотятся за погонами. Почему кино настолько тупое и само не обращает внимания на себя? Далее Котов, как олицетворение геройства в Великой Отечественной войне, обменивает пистолет на черенок и идет первым на цитадель. Удивительно лишь одно: почему он в воду провалился. За ним, само собой, весь офицерский состав хватает черенки и идет на цитадель, а там уже и орущий скот, который только что умолял его не отправлять и стоял на коленях, двигается за белым барашком. Wir werden das Feuer eröffnen müssen. Sonst werden sie mit ihren Schaufeln schließlich bis in die Zitadelle vordringen. Lassen Sie sie noch 500 Meter weiter vorkommen. Dann eröffnen Sie das Feuer. Aber ich sehe mir das nicht an. Ich bin Offizier der Wehrmacht. Bin kein Schlechter. Нет, правда. Фильм снимал не Геббельс. Знаете, Никита Сергеевич, во время Великой Отечественной войны на территории Советского Союза мирное население убивали. И я это не про Сталина. Как порой кажется, по-моему, каждому современному режиссеру, чьи фильмы крутят на 9 мая по телевизору. И я не имею в виду только эсэсовцев. Обычных людей уничтожали и солдаты. Я уже упоминал директиву об особой подсудности в районе Барбаросса и об особых мероприятиях войск. Скорее всего, вам ничего не говорят названия всяческих лагерей, поэтому, наверное, их даже упоминать не стоит. Думаю, факты о том, что из Украины в Германию во время оккупации даже гребаный чернозем вывозили, для вас будут пшиком. Ну и тем более, вам ничего не известно про то, как немцы использовали гражданское население. И ваши коллеги, которые сняли такой же паскудный фильм «Сволочи», выдали немецкие действия с гражданским населением СССР за советские действия с собственным населением. Вам ничего не известно про распоряжение насчет партизан, когда нацисты на всякий случай вырезали мирное население. Женщины, дети
дети, старики, но вам не важно. Ведь у вас немцы жалуют даже генерал-майора, не говоря уж о дебилах с черенками от лопат, которые шли за главным к несуществующей цитадели. И немцы не по своей воле должны расстреливать этих людей. Они должны убивать их из-за Сталина. Ведь он, подлюка, ради того, чтобы подставить Германию, направил ни в чем не повинных людей на смерть. А повел их сам Котов, который тоже, видимо, не может считаться ублюдком. Ведь его заставили вести этих людей. Небольшое отступление. Понятное дело, что не все нацисты запачкались. Кто-то не убивал, ну а кто-то убивал. И убыль населения на землях, по которым прошли немецкие захватчики, говорит сама за себя. Постскриптум. Никита Сергеевич, а упоминать словосочетание «кухни дьявола» вообще бессмысленно? Возвращаемся в Воображляндию, где добрый дядя Непалач вынужден стрелять по тупому скоту. Но вдруг паучок скрывает обзор через прицел снайперского пулемета, и нацист вынужден снять паучка аккуратно, за паутинку. Ведь он не палач. Убивать насекомое, как так можно? На этом-то его и ловят моральный урод в виде советского снайпера, и мерзкая клоунада достигает пика своего паскудства. Несмотря на то, что любители лопат атакуют не в солнечную погоду, специально для советской армии выходит солнышко. Люди, которые потеряли дар речи в данный момент. Нет, вы не смотрите «Властелин колец». Вы смотрите один из самых дорогих фильмов отечественного кинопроката, сделанный к 65-летию Победы. Фильм о Великой Отечественной войне, в котором вся гребаная цитадель вместе с землей рядом взорвалась от одного лишь пожара в одном из дотов. Самое время привести цитату Никиты Сергеевича. Что касается ветеранов, которых я очень уважаю, то они свое кино уже получили за 65 лет, прошедших после Победы. Это прекрасные великие фильмы, но там нет всей правды о войне, о многом нельзя было раньше говорить. Вот она какая правда. Видите ли, паучок, маслица, очки, солнышко и, конечно, музыкальные ноты на столе, перчатки, сетка, и вот уже проводка горит, поэтому все взорвалось. И, конечно же, мудренные защитники скажут: это же аллегория, видишь, люди пошли на самопожертвование. Во-первых, артхаус, ребус с глубинными смыслами. «Утомленный солнцем 2» позиционировали как фильм о войне, в котором почти каждый кадр документален и подтвержден. И не только Михалковым. Масштабные военные сцены, сами съемки, тоже почти приближенные к военно-полевым, 190 актерских работ, историческая достоверность во всем. И ладно бы на эту Воображляндию Михалкову было потрачено немного денег, и ладно бы она прошлась ограниченным прокатом, ее не пиарили везде, где только можно, не гнали бы на нее детей из школ, ну а ветераны, само собой, об артхаусе-то и не узнали бы. Не додумались посылать на Оскар. Слава богу, этот Чан с отходами не попал в шорт-лист. Удивительно, но в заруб кино больше адекватных, нежели в Роскино. И я, конечно, не имею в виду Меньшова, единственного человека из комиссии, который положился на собственный ум, а не на выкрик «Фильм же Михалкова!». Меньшов, к слову, всегда был адекватным. Вспомнить хотя бы награждение фильма «Сволочи». Как мне кажется, и Оскар у Меньшова не политический. Какой же в итоге напрашивается вывод? Победу получаешь, когда паучок, бог, Будда или что-то еще просто дарует ее. Например, потому что ты решил пожертвовать собой просто так. Я-то почему-то думал, что победа стоит за тем, что решает главнокомандующий, генералы, штаб, с каким уровнем силы воли, злобы и духа солдат воюют с противником, подчиняясь приказам командования. Не стоит также забывать про опыт, а также, само собой, количество солдат и техники. Для любителей утверждать, что войну выиграли вопреки, стоит понимать, что при исчислении солдат в миллионы ситуация без управления будет удручающей. Итоговый сброд при поддержании дисциплины разве что на партизанскую войну будет способен. Это и то, глядя через мои розовые очки. Ну а на деле же армия без управления быстро будет деморализована организованными силами противника, и начнется веселый драп-марш, который можно было наблюдать в 41 году. И да, любители подобных теорий, прочитайте про Гудериана, который многое делал вопреки, нарушая прямые приказы Гитлера.
Не случись бы этого вопреки, количество горя, которые могли хапнуть советские войска, в разы бы возросло. Но это еще не конец фильма. Немая контуженная Котова видит батю и начинает кричать. Котов, нарушив всевозможные директивы, будучи генералом, бросается к ней, ведь приказы они для тех скотов, которые с черенками от лопат бегут к взорванной цитадели, видимо для Сугреву. И знаете, у меня даже вопроса не возникает, как Котова там оказалась, и как среди 15 тысяч она увидела батю. Стоять! 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 Как замечательно поставлен этот кадр. Эх, если бы к 65-летию войны фильм снимал бы Бондарчук-старший, какое полотно могло бы получиться? Вынимай, вынимай, аккуратно, аккуратно. Давай, давай. Вот так, вот так, вот так. Что нужно сказать? Спасибо, Мина. Финальным аккордом этой ахинеи является сцена, в которой из дома советской бабки, потерявшей на войне всех, выскакивает неадекватный нацист, застегивая штанишки. После 5 минут истерики странная парочка решает, что злые советы их убьют, но Котова, которая вдруг научилась говорить, улыбается и объясняет, что они едут на Берлин. И лыбящаяся колонна во главе с Котовыми первыми движется в логово зверя, отдавая честь сумасшедшему нацисту. Удивительно, а я вот читал мемуары, там все пишут, что как только заходили на землю, которая была захвачена, то у солдат еще долго улыбок не было. Говорят, что потрясение, получаемое от вида живой почвы, худых и полумертвых людей, а также тупо выжженного пространства и отсутствия какой-либо живности, отрицательно действовало на настроение человека. Особенно если этот человек знал, что до этого на этой земле все было хорошо. Но фильм не про вымысел пропагандистов, которые писали свои мемуары под дулами, видимо, пулеметов Максим. «Утомленный солнцем 2» — это правда. Правда, которую спонсируют на твои деньги, зритель. Это правда о твоих предках, которую так хотел показать Михалков. Удивительно, но в фильме Советы убили только одного немца. Каким образом они пошли на Берлин, не ясно. Не было ни злобы, ни ненависти к врагу за убитых жен, детей, братьев и сестер. Не было ни желания отобрать и вернуть свое. Победа не ковалась кровью и костями солдат, которые хотели свободы своей стране и будущего своим детям. Победа появилась потому, что просто так. Нет никакого подвига, есть чудо, которое все как в сказке, просто снизошло. И я не из тех людей, которые отрицают ужасные стороны войны, невинно пострадавших и так далее. Просто, во-первых, здесь этого вообще нет. Все в фильме имеет прямое отношение только к воображению Михалкова. И во-вторых, если создатели этого фильма из того сегмента людей, которые на день рождения своей матери прерывают вдруг отца и говорят, что их мать была тварью за то, что лупила их в детстве, а также топила щенят, наказывала, и затем они бегут к своим соседям и рассказывают вообще невероятные вещи, выдуманные только что, я готов забрать все свои слова обратно. И для невнимательных, я нигде не говорил, что Советский Союз воевал идеально. Ни одной промашки. Все герои, все молодцы. Как и в любой другой армии, где командует человек, совершались ошибки. Вопрос в другом, если вы показываете правду, всем подтвержденную, почему действительно не снять про котлы 41-го, про Ржев, про операцию Марс? Хотя да, если там и есть человеческие ошибки и ошибки командования, то бездумные траты личного состава, которые никак не влияли на ситуацию на фронте, и где армию уничтожали просто так, по фану, там как минимум сложно будет найти. Ведь все знали, что случилось бы, если Советский Союз проиграл бы войну. Диалогия «Утомленный солнцем 2» — это лживая и отвратительная картина. Причем не только в историческом, но и в художественном плане, которая превратила великую победу и в великую трагедию, в великую идиотию и в великую клоунаду. Спасибо за внимание, до свидания. Очень правильный по замыслу своему, по реализации, по идее фильм. Я хочу, чтобы этот фильм посмотрел каждый школьник. Он тяжелый, наверное, каждый школьник старшего школьного возраста. Чтобы этот фильм в обязательном порядке показали каждому служащему советской армии. Чтобы его в обязательном порядке посмотрел каждый офицер. Чтобы его бесплатно сделали сеансы и бесплатно показали каждому оставшемуся в живых ветерану войны, чтобы показать, как на самом деле мы относимся к тому выдающемуся подвигу наших дедов и прадедов в годы войны. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы к плечу плечо врастаем в землю тут.
гори, и кружится планета над нашей родиною дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон, 10-й наш десантный батальон